Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитый, необыкновенно вкусный десерт «Малиновый сон». По-другому его еще называют «Малиновая мечта». Десерт готовится совсем несложно, с кремом муслин. На вкус он получается как меренговый рулет со вкусом мороженого. Кто боится готовить меренговый рулет, приготовьте этот десерт, все будут просто в восторге. Итак, сначала мы приготовим заварную основу для крема муслин. Здесь я взяла 5 крупных яиц, достаточно крупных, разделяю их сейчас на белки и желтки. Яйца, естественно, комнатной температуры. Весом они у меня, вот эти желтки, выходят примерно около 100 граммов. Белки пока сейчас отставим в сторону и займемся желтками. Сейчас 300 мл молока я нагреваю до кипения, но не кипячу. Здесь 30 грамм кукурузного крахмала, 110 грамм сахара. Я все это перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. И добавляю туда сейчас 100 мл молока. Все это опять перемешиваю. Также перемешиваю, разбиваю желтков пленочки. И всю желтковую массу я ввожу в крахмальную смесь. Все это делается очень быстро. Крем получается просто необыкновенно вкусный. Его можно использовать для начинки любых тортов. И идем сейчас на плиту уваривать всю эту массу. Начинающее кипеть молоко я вливаю всю желтковую массу при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне. Я варю до появления вот таких пузырей, провариваю потом где-то 20 секунд и снимаю полностью с огня. Промешиваю хорошо и переливаю в ту емкость, где заварная основа будет у меня остывать до очень холодного состояния. Вот здесь очень важный момент, что заварную основу, которую мы будем потом впоследствии соединять со взбитым кремом маскарпоне, мы должны остудить до очень холодного состояния в холодильнике, чтобы она практически не отличалась от температуры сыра маскарпоне. Убираю сейчас до полного остывания, до холодного состояния. Итак, сейчас мы делаем основу для меренги. Взвешиваем белки. Немножко белка у меня здесь останется. У меня там осталось белка буквально меньше, чем с одного яйца, поэтому здесь я его не использую, потому что объем противня, он ограничен, естественно. Остатки белков, так же как и желтков, можно всегда заморозить и потом использовать их для дальнейших десертов. Здесь я взвесила, вот насколько налила я в миску, я знаю уже свой противень, 133 грамма белка, берем вдвое больше сахара, включая обязательно уже пакетик ванильного сахара. Добавляю туда щепотку соли, 266 грамм сахара и 133 грамма белка. Очень хорошо здесь перемешиваем, чтобы как можно сильнее разошелся сахар, но не взбиваем, конечно же. Идем сейчас на паровую баню. Вода у меня уже кипит. Дно миски ни в коем случае не должно касаться воды. Аккуратно перемешиваем это все примерно 1,5 минуты. Не нужно делать, чтобы очень сильно нагревалась эта белковая масса, просто чтобы растворился весь сахар. Снимаем сейчас с паровой бани. Очень аккуратно вливаем в ту емкость, где мы будем взбивать белковую массу. Так делаем, чтобы ни в коем случае никакая влага, вода тем более, не попала у нас в емкость для взбивания. И взбиваем примерно сейчас 5 минут. Это все будет зависеть от вашего миксера. Как взбить меренгу, швейцарскую меренгу именно на фигурное безе, есть подробное видео на моем канале. Спустя 5 минут взбивания вот такая красивая, пышная меренговая масса у нас в итоге должна получиться.
Пики подрагивающие, это нормально, потому что это у нас не белковый заварной крем, не итальянская меренга, а именно швейцарская меренга здесь мы ее приготовили. Это нормально для нее вполне. Перекладываю сейчас всю эту массу в кондитерский мешок. Вы можете просто из пакета это отсаживать, если у вас нет даже кондитерского мешка и нет даже никакой насадки кондитерской. Насадка у меня здесь 195. Противень 42 на 32 сантиметра. И я его сейчас заполню полностью этими небольшими безешками. Так они высушиваются гораздо быстрее вот в таком виде, и для десерта они прекрасно подходят. Здесь часть этих безешек можно оставить также на украшение других десертов, то есть это очень практично. При температуре 85 градусов Цельсия примерно на 1,5-2 часа я отправляю сейчас в духовку. Я буду их сушить. Режим вверх-вниз без конвекции. Безе готово. Сейчас я завершаю приготовление крема. Здесь 100 мл сливок, 1 чайная ложка ванильной пасты. Также я туда добавляю 250 грамм сыра маскарпоне. И сливки, и маскарпоне очень холодные. Сливки не менее 30% жирности нужно брать. Сейчас все это взбиваю до такого достаточно уже устойчивого состояния, практически до устойчивых пиков. Вот такая масса должна получиться. Очень важно не перевзбить сливки с маскарпоне. Масса очень холодная у меня, вот эта заварная основа. Я ее сейчас перемешиваю аккуратно. Здесь хорошее количество крахмала, она не должна у вас пойти комками. И по 2 примерно вот так ложки я добавляю сейчас в маскарпоне со сливками. Обе массы, которые мы соединяем, и маскарпоне, и заварная основа очень холодные. Вот это очень важный момент здесь. Я здесь показываю это в реальном времени, как долго по времени я это взбиваю. Буквально несколько секунд. То есть просто прорабатываю это миксером. Ничего долго мы здесь ни в коем случае не взбиваем, иначе крем у вас просто отслоится. Итак, ввожу всю заварную основу, и в итоге вот такой изумительно вкусный и красивый крем у меня получится. Крем этот, конечно же, больше подходит именно для начинок тортов, пирожных и капкейков. Итак, здесь у меня 400 грамм свежемороженой малины. Предварительно ее не размораживаем, чтобы у нас было ощущение такого мороженого. Сами безешки, сам крем можно приготовить заранее. Но сборку этого десерта нужно производить, желательно, конечно же, именно перед подачей на стол, то есть перед сервировкой. Поэтому все это можно хранить уже в холодильнике, и заварную основу для крема, и сами безе можно хранить в плотно закрытом герметичном контейнере. Основу для крема муслин также можно хранить в холодильнике. А потом все это быстренько приготовить до конца крем муслин и уже собрать торт. Выкладываем все это на ягоду, собираем слой безе, потом у нас идет слой крема, ягода, опять крем, слой безе и ягода. Десерт получается просто необыкновенно вкусный, со вкусом мороженого. Вот именно сами замороженные ягоды, они дают такое ощущение именно мороженого. Также, конечно же, можно использовать и свежие ягоды малины, и тогда будет на вкус этот десерт очень напоминать именно меренговый рулет. Сейчас это напоминает на вкус мороженое со вкусом меренгового рулета. Это действительно что-то необыкновенно вкусное получается. Украсила здесь листиками мяты. На вкус этот десерт получается как необыкновенно вкусное воздушное облачко со вкусом подтаявшего мороженого и меренгового рулета. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.